Привет, 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 песеры, с вами Морж, понедельник, и новая селекция уже доступна для всех игроков в eFootball 2023. Записывать я все это дело буду на ПК, на мобилочку мне эти игроки не нужны, и главное сейчас не сказать, да, на ПК писать удобней, звук пишется лучше, ну вы поняли к чему эта отсылочка. Вот такая вот у нас селекция. Будем сейчас смотреть, кого нам предлагают. На самом деле очень хороший набор игроков, высокие рейтинги, классные статы, и я думаю, многие будут открывать эти паки. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, я тебе могу в этом деле помочь. Пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании, в закрепленном комментарии. Там же ссылки на мой Телеграм с новостями и чат с единомышленниками. Ребят, чатом управляю не я, поэтому соблюдайте правила, общайтесь с админами. В общем, там все очень даже тепло и лампово. Завтра видео будет, завтра у нас будет еще один финал, на этот раз от Мишиной группы. Очень две известных личности у нас будут сражаться, это Игорь Конюхов и Рашид Ализаде. Вот, я думаю, вы знаете их обоих, и я уверен, что это будет интересно. Ладно, матч будет завтра, сегодня у нас селекция. Вот такие 8 игроков у нас доступны. Значит, Алисон. Вот что мне нравится реально на ПК, тут гораздо легче и проще смотреть игроков, сразу все видно, сразу все понятно. Два навыка у него, стиль атакующий вратарь, про Алисона ничего плохого сказать не могу, до 95 он качается, 97 будет с сыгранностью. Я просто сам для себя предпочитаю больше обороняющихся вратарей, но Алисон во всех частях ПЕС у нас, в принципе, был надежным. Дальше Александр Арнольд, сейчас, кстати, на форме А он находится, правый защитник, 85 рейтинга на первом уровне, 95 на максимуме и 97 будет с сыгранностью. Классный у него стиль, специалист по навесам, но, к сожалению, у него правый полузащитник не основная позиция. Если бы он становился на правого полузащитника как на основную, был бы просто шикарный ППЗ. Вот реально там слева поставить Канцело, справа поставить Арнольда, была бы красота, если вы играете с правым и левым полузащитником. 8 навыков у него, значит, все в основном на точность и на пас. Да, к сожалению, у него нет навыков на защиту, поэтому, если будете ему добавлять, так сказать, дополнительные навыки, смотрите на опекун, перехват, ну, я думаю, вы знаете, набор навыков для защитника. Это, пожалуй, его минус. Далее Нуньес, 93 на максимальной прокачке, 96 он будет с сыгранностью. Хорошая скорость ускорения, реализация умения атаковать в дриблу, пас низом, там, пас навесом он особо, конечно, не умеет. При этом хороший рост корпус, баланс печалечка, ну, такой себе нападающий, как основного я бы его точно не использовал. Имеет он 8 навыков, боевой дух присутствует, что хорошо, удар без подработки, само собой, must-have максимальный, ну вот штатный пенальтист его немножечко портит, при этом финтов у него нет обводка двойным касанием есть, да, ошибаюсь, один финт есть, не перегружен, и с этим все хорошо. Дальше Тиаго. Дирижер у него стиль. Раньше я Тиаго вообще использовал всегда на позиции атакующего полузащитника. У него все хорошо с дриблой, у него хорошо с пасом низом, пасом навесом. Но, к сожалению, сейчас у Тиаго позиция атакующего полузащитника не основная. Значит, Тиаго 94 будет иметь на максимальной прокачке, 97 будет иметь с сыгранностью, 10 навыков у него, обводка двойным, эластика Марселька, проброс между ног с разворота, финтами немножко перегружен, я бы так сказал. Низкий пас навесом, подкрутка шведкой. Пап, спасибо, пожалуй, большое. Министр финансов США допускает риски. Вот моим зрителям сейчас очень важно, что думает министр финансов США. Хотя, ребят, на самом деле, читайте такие новости, будьте в курсе того, что происходит в мире, это очень полезно. Спасибо, пап, за интересную инфу. Сейчас вот мои зрители пойдут и почитают про министра финансов США. Ну, я надеюсь. Так, Ван Дейк, 95 на максимальной прокачке, 97 будет с сыгранностью, естественно, 193 сантиметра, богатырь, хорошие статы будет иметь в защиту. Умение защищаться там чуть ли не 99 будет. Вот. Ну, конечно, скоростью, ускорением и хорошим балансом он не отличается, так как большой. 10 навыков игрока у него, что очень классно для центрального защитника. И главное, есть вот опекун, перехват, блокировщик, верховое главенство, подкат, акробатический вынос. У Ван Дейка весь набор навыков для центрального защитника есть, и это замечательно. Его стоит ловить. Кстати, почему-то в этой части такое ощущение, что Konami недолюбливает Ван Дейка. В прошлой части у него гораздо жестче были карточки. Ну да ладно. Диас или Диаш, как кому удобнее, 96 максимальная прокачка, 98 с сыгранностью, такой типичный бегунок с дриблой. Да, у него не будет слишком крутым умение атаковать и реализация, но при этом у него контроль дрибла и удержания будет за 90, скорость ускорения за 90, в общем, такой себе Мане, только не Мане. Тут именно в игровом аспекте четкая замена.
10 навыков у него тоже, обводка, марселька, сомбреро, подсечка, 4 финта, многовато для финтов, и, к сожалению, нет удара без подработки, так что если будете дополнительные навыки ему ловить, постарайтесь ему поймать удар без подработки, ему он очень пригодится. Дальше Робертсон, один из сильнейших левых защитников нашей игры, может, вы могли смотреть многие турниры, и часто, очень часто, максимально часто используют именно этого левого защитника. У него все классно и со скоростью, и с ускорением, он умеет защиту, у него все хорошо с пасом, качаться он будет до 96, 99 будет с сыгранностью, у него 10 навыков, при этом опекун, перехват, подкат, акробатика у него есть, которые нужны для именно защитника, плюс пас касания, пас на ход, точность подач будет помогать в атаке. В общем, Робертсон одна из лучших карточек левых защитников в нашей игре, поэтому обратите обязательно на него внимание. Ну и Хендерсон последний, 92 максимальная прокачка, 95 будет с сыгранностью, ну, такой стандартненький бокс-то-бокс. Что-то умеет в защиту, особо не быстрый, что-то умеет в пас, 10 навыков у него есть, при этом вообще финтов нет, да, как я вижу, удары по восходящей, пас касания, да, финтов нет. Ну, такой середнячок, его бы я не использовал. Отсюда мне интересен Робертсон, мне интересен Диаш или Диас, мне, в принципе, интересен Ван Дейк, конечно же, всегда мне он нравился в PES. Ну, пап, что там еще в Светогорске получилось? Какая-то жопа. Ладно, папа меня сегодня решил по полной поприсутствовать в видео. Можете ему передать привет. Вот, ну, посмотрим, что там в Светогорске. Хотя, Светогорск, я знаю, где это. И явно, если видео оттуда, что-то хорошее там явно не произошло. Это печально. Ладно, 3 попытки у нас. Давайте открывать. Посмотрим. Жалко, что на селекции нет какого-то ивента, жалко, что не дают хотя бы 4-ю попытку, потому что когда человек собирает клуб, все-таки он хочет получить максимальное количество игроков из этого клуба. А Konami вот такие вот рамки нам ставят, да, там типа клубов партнеров, пожалуйста, открывайте сколько хотите раз, а вот с селекциями такое не проходит. Итак, 27-й номер Дарвин мне выпадает, но это в смысле Нуньес, да, ну, явно не тот улов, на который я рассчитывал. Кстати, интересно, можете в комментариях написать, я, допустим, не в курсе, а почему он Дарвин? Ну, наверное, его так зовут, потому что он Дэн Нуньес, но почему не Нуньес? Ну, ладно, это его дело, захотел так, и если так можно, то значит можно. Следующий пак, может, тут все-таки немножечко хотя бы повезет, очень хотелось бы, кстати, потестировать действительно Робертсона. Крайне хорошая карта. Я реально не открываю это на мобилку только потому, что у меня Эрнандес из Баварии, левый защитник, которого я много раз показывал. Ну, там вообще кися рыба муака. 23-й Диас, либо же Диаш. Ну, вот этот улов очень даже интересный. Действительно будет крайне быстрым бегунком со 180 роста. Такой... Реально он заменит для Ливерпуля Мане, и на Стерлинга, наверное, будет чем-то похож. С не слишком хорошей там реализацией этот, но очень-очень быстрый и крайне дрибловый парень. Ну и ладно, третий пак у нас уже открывается. Давайте глядеть, может здесь что интересного мне выдаст. Ой. Хоть стрелочки не белые, если честно, после всех там эпиков и так далее, на белые стрелочки уже глаза смотреть болят. Хорошо, что хоть по 10 можно открывать. Ну и тяга. Тяга мне выпадает. Очень жалко, что убрали ему позицию атакующий полузащитник. Как раз на атакующем полузащитнике не работал бы стиль дирижер. А вот по статам на ПЗ он, мне кажется, очень даже находит свое место. Ну, Konami решили так. Вот такой у меня улов по Ливерпулю. Пиши, открывал, не открывал. С удовольствием поздравлю тебя, если у тебя хороший улов. Либо посочувствую, если он у тебя плохой. Завтра будет матч. И на среду, ребят, ориентируемся. Будет ролик по, собственно, способностям игроков. Какие, на какую позицию я бы вам рекомендовал брать дополнительно. Ну, пока еще я его готовлю, там достаточно много материала. Ладно, на этом прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Как всегда, хорошей вам рабочей недели, ну или учебной. Пока-пока.